Доброе утро, дорогие друзья. Привет из Варны. Как вы меня и просили, сядете на кофе, Эдуард, и дайте нам привет, расскажите, что там вокруг. Рассказываю. Нахожусь в самом центре Варны, напротив мэрии Варна. За моей спиной, если хорошо видно, вот сейчас, вот, ага, вот, прайс-лист, скажем так, ценовой лист, прейскурант, кондитерская и Крамер. Сейчас разверну камеру и покажу вам детальнее. Вот кофе 2,20, евро стоит 2 лева, для молдаван 22 лея, фреш 38 для молдаван, круассаны 22 лея и пирожное 48 лей. Для всех остальных 2 лева это 1 евро. Потому что люди смотрят и из России, и из Израиля, и из Австралии, и из других стран с разными валютами. Так что ориентируйтесь сами. Вот это сам центр. Немного дальше автобусная остановка. Еще кафешка там дальше. И вот, собственно, Крамер, кондитерская, и Табла. Табла – это домашняя кухня, тоже недорогая. Вот оно. Крамер еще есть на Сливнице, вашей любимой нашей. И вот здесь вот. Вот такие столики в самом центре. Да, немножко шумновато, но это ничего. Но сам факт, вы найдите в Кишиневе кофе напротив Примарии или на Штефана за 22 лея. И вот рядом напротив община Варна. Это мэрия, по-молдавски Примария, 15 этажей. И сейчас там был по делам. И вот, не знаю, если видно крышу. На крыше была раньше кондитерская. Называлась Панорама. И сейчас оно как бы есть, но не работает. Но на площадку выйти можно поснимать. Вот такая вот Примария, мэрия Варни, горсовет. Рядом сквер такой приятный. Не загружено зданиями, нет нагромождений. Вы видите, что возле нее нету, не видно никаких громадных зданий, ничего. Вот. Право и вон там слева сквер. Я сниму его как-нибудь вам. Или он снят уже у меня, только ждет публикации. Вот эта улица Мария Луиза, бульвар Мария Луиза перетекает в бульвар 8-й Приморский полк. Это героический полк, который оборонял Варну. И вот еще раз смотрим на Крамер. Рядом, банки, как естественно, как везде. Пробок нету. Видите, сейчас 9 часов 30 минут. Пробок нету. Вообще мало пробок. Я как-то ехал в автобусе, и легкая такая пробочка, знаете, маленькая такая пробочка от маленькой винной бутылки. Пробочка, даже, скорее всего, пробочка от детской сладкой воды Буратино. И она двигалась очень быстро. Нету таких пробок, как в Кишиневе, потому что я сравниваю с Кишиневым. Сами можете наблюдать в реальном времени, в реальной жизни, что пробок нету. Очень зелено, очень зелено, очень зелено. Вот такой вам приветик из Варны. Вот такие тут мебеля, такие вот стулья а-ля старина, очень такие приятные. Подушек, правда, нету, но они были, видите, там такие эти хомуты от подушек. Не успели поставить, наверное, не знаю, потому что еще не сезон, еще не летний сезон. Сезон открывается в Варне пляжный 15 июня. Туристический такой, пляжно-морской, официально, но уже купаются только моржи. Что, если сравнивать опять же с Кишиневым, то Кишинев и София одинаковые. Варна по-другому. Здесь весна прохладнее и лето не жаркое. Зато зима мягче, теплее. Где-то примерно на 10 градусов теплее, чем в Кишиневе и в Софии. Но зато по ночам здесь море отдает тепло. И опять же зимой, весной и осенью здесь просто кайф. Дневные температуры в теплое время ниже,
а зимой выше. И кривая изменения температуры очень плавная. Вот дневная и ночная, они плавные. К примеру, в Кишиневе днем может быть 20, ночью 10, а здесь днем может быть 16, ночью 13. Понимаете, да, вот в чем разница? Ну, это так, на пальцах. Но это надо сюда приехать, посмотреть. И очень, конечно, рекомендую не только Варну посетить, но и другие места. Но не заказывайте вы эти путевки all-inclusive глупейшие, потому что там рядом с вами будут жить такие же туристы из разных стран, и персонал будет не коренной, как сегодня модно, все гастробайкеры или какие-то вышкаленная молодежь. А вам нужно идти прямо вживую. Лучше снять квартиру, это дешевле, интересней. Питаться в обыкновенной столовой, готовить себе самому, посещать самому культурные мероприятия, культурные места, такие как бары, бодеги, кафешки, забегаловки, где собирается простой народ, обыкновенные люди. Вот тут это очень модно, кстати. Есть квартальные заведения такие для своих, где собираются соседи. В Кишиневе этого намного меньше. И тут куча маленьких магазинов, уютных, простых, таких вообще неказистых с виду, но в которых есть душа. Вот, дорогие друзья, привет вам из центра Варны, можно сказать, сам Пупок. Ну, тут везде Пупок. Пупок здесь, где фонтаны на Князь Борис, возле оперы. Опера и фонтан тоже Пупок. Но это деловой Пупок, а там такой туристический, праздничный такой Пупок ритуальный. Сливница тоже Пупок, потому что этот бульвар, вот он тут слева, и он проходит через сквер, через всю Варну и, короче, километров 15, наверное, если не 20. Этот бульвар Сливница. Параллельно ему идет бульвар Царь-Освободитель, тоже через всю Варну. О, люди, видите, как таскают лодки за собой. Это заположняк. Мотоциклы эти водные, скутера водные, лодки. Кемпингов меньше. Но здесь зато очень много необычных машин. Mercedes EQS, кто в теме, уже видел несколько раз. Это большой S-класс электрический. Такой дельфин-касатка. Такой громадный. Видел здесь этот Rolls-Royce Cullinan. Это самый знаменитый, самый шикарный джип в мире. Rolls-Royce Cullinan, который стоит почти 400, где-то около 400 тысяч евро. Видел Ferrari, ну и куча всяких электрических машин и новых машин. И те, о которых я даже не предполагал, есть Mercedes B-класса, есть А, Б, Е, С, С. Так вот, бэшки электрические, опеля электрические, да дофига чего электрического. Но я не сторонник электромобилей, потому что на них в Кишинев не доедешь. Допустим, бэшка, она проезжает 150 километров. Всякие Тойоты такие вот, как там вот Citroёn такого класса, Toyota Pro Ice, она тоже где-то 150 километров проезжает на своей батарее. А заряжать ее, ну ее нафиг. Надо ждать время, и нужна скоростная зарядка. Скоростные зарядки не везде. Если у тебя по дороге кончился заряд, то звони в эвакуатор. Короче, туфта полная. Бензин, дизель, газ. Вот. А эти электро — это просто очередная психологическая афера, как и с глобальным потеплением, с перенаселением, с нехваткой продуктов и так далее и тому подобное. Не верьте. То, что говорят по новостям и СМИ, делите на 2, даже на 5. Спокойно делите, а лучше вообще не смотрите. Сами анализируйте по своему кошельку, по своему холодильнику, по своей зарплате. Потому счастливы ли вы или напряженно думаете о том, как уплатить кредит, где взять денег на коммуналку и так далее и тому подобное, на лечение. Раньше этого не было. Много сторонников, которые сопротивляются этому и нажимают, что раньше не было джинсов, было мало колбасы, был тотальный контроль. Все это туфта. У них, кроме этих аргументов, больше никаких аргументов нет, кроме джинсов, колбасы и «Жигулей» в гараже. Так что всем хейтерам прошу успокоиться и просто не писать, а глубоко задуматься и проанализировать ситуацию в мире. Все, дорогие друзья, привет вам из
весенней Варны. Почти уже лето. С наилучшими пожеланиями. Канал Кишинев Молдова и автор Эдуард Кара.